Они познакомились в начале 90-х. Время тогда было трудное. В магазинах появились заморские деликатесы, жвачки, сникерсы. Только покупать это людям было не на что. Работы не было, совхоз распался, начальство растащило все, что можно было, поделив между собой даже совхозную землю, а люди выживали, практически за счет своих огородов. Петр и Арина расписались без свадьбы. Своих денег еще не было, а родители они не хотели ставить в тяжелое положение. Белое платье Арине одолжила старшая сестра ее подруги Кати, а кольца сделали из бабушкиного широкого кольца. И это вышло намного дешевле, чем покупать новые. Но главное, они были безумно счастливы. Арина и Петя встречались уже 2 года. Они так сильно любили друг друга, что с трудом дождались, когда ей исполнится 18, и сразу расписались. Уже через месяц Арина с радостью узнала, что у нее будет ребенок. Петр тоже был счастлив. Во всем помогал он своей жене, оберегал ее, не давал делать тяжелую работу. Родители с обеих сторон только любовались своими детьми. Родился Павлик, здоровенький крепыш, вылитый папа. Петя работал водителем, ездил по всей области. Бывало, уезжал и на несколько дней. Нелегко ему было в разлуках. Он же и часа не мог прожить без своей жены и сынишки. Но и терять работу не мог. Когда он уезжал, Арине помогали родители. Так что все было хорошо. Павлик рос умненьким и послушным. С ним совсем не было проблем. А когда ему исполнилось 7 лет, мама с папой купили ему сестренку, Валечку, а еще через 3 года вторую, Верочку. Завидовали им, конечно, соседи да знакомые, живут в ладу, в любви. Петр хорошо зарабатывает, дети одеты, обуты, накормлены, здоровые все, учатся хорошо. Почему? За что им столько счастья, когда у одного на работе сокращение, у другого жена с начальником загуляла, у третьего дети ларек взломали, да сладости украли, теперь по судам затаскают. Говорят, зависть — черное дело. Вот и натянули недобрые люди на семью Власовых беду, словно старое пыльное одеяло. Когда младшенькой было 2 годика, в одну ветреную осеннюю ночь увезли Арину в больницу с инсультом. Повезло, что скорая быстро приехала, да врач толковый попался, быстро понял, что и к чему. Каждый день в больнице рядом с Ариной находился кто-то из ее близких. Петя, его мама, мама Арины и даже 12-летний Павлик ухаживали за ней. Видела Арина, как все за нее переживают, и крепилась, старательно выполняла все рекомендации ее врача. Она очень хотела выздороветь, и понемногу это у нее стало получаться. Да как не получится при такой поддержке? Большая дружная семья у нее, и есть ради кого бороться со всеми напастями. Прошло 8 лет. Арина уже и не вспоминала о болезни. Да и разве можно помнить о плохом, если дома все хорошо? Павлик учится в институте. Он смог сам поступить на медицинский. Девочки такие помощницы, что Арине почти и не остается домашней работы. А Петя заработал денег и купил свой, пусть небольшой, грузовичок и занимается по месту перевозками, очень неплохо зарабатывая. Арина улыбалась, опять все чаще встречая завистливые взгляды знакомых. Но не виновата же она, что родилась счастливой. Только судьба решила все же опять проверить ее на стойкость. В один из зимних дней им позвонили. Это был выходной, и все, кроме Павлика, были дома. Когда мужской голос официальным тоном сообщил о гибели сына, Арина и Петр сначала не поверили. Думали, это друзья Павлика так глупо шутят. Но поверить пришлось. Как получилось, что он выпал с 7-го этажа общежития, так никто и не узнал. Особо никто разбираться не стал. Списали на несчастный случай. Петр пытался сам что-то выяснить, но у него не получилось. Через неделю после похорон у Арины опять случился инсульт.
В этот раз она выздоравливала намного тяжелее. Арина просто не хотела жить. Сын снился ей каждую ночь, и каждую ночь она просила его забрать ее с собой. Но Арина жила. Петр и дочери умоляли ее взять себя в руки, говорили, что она нужна им, что они ее очень любят. И Арина опомнилась. Она поняла, что горе коснулось не только ее, и она не может бросить Петра и девочек, что они смогут выстоять только вместе. Она начала бороться со своей болезнью. Через полгода Арина уже могла, пусть не бегать, но ходить без посторонней помощи. Девочки совсем ничего не позволяли маме делать по дому, а Пете по хозяйству. Незадолго до гибели сына они купили недорогую 4-комнатную квартиру в 2-квартирном доме. Такие еще называют домами на 2 хозяев. Квартира была хорошая, но вот за стенкой уже очень давно никто не жил, и Власовы даже не знали, кому вообще принадлежит эта развалина, где нет нескольких окон, а дверь держится на честном слове. Не знали, пока однажды в выходной к ним во двор не зашел незнакомый парень лет 18. Петр в это время ремонтировал сарай. Он коротко переговорил с молодым человеком и завел его в дом. «Извините», — нерешительно улыбнулся парень Арине. «Можно у вас руки помыть? Я приехал родительскую квартиру посмотреть. Хотел немного мусора убрать, но только измазался». Арина приветливо поздоровалась и впустила молодого человека. Она поставила на плиту чайник и достала печенье. Валюшка с Верочкой с интересом рассматривали неожиданного соседа. «А мы даже не знали, чья это квартира», — улыбнулась Арина. «А где твои родители? Уехали куда-то? А чего ж квартиру-то бросили? Неплохая же вроде». «Мои родители погибли 15 лет назад», — тихо ответил парень, вытирая руки. А Арина вздрогнула. Она хотела извиниться, но у нее перехватило горло, и на глазах выступили слезы. Тогда она усадила его за стол и стала разливать чай. Петр присел на диване, а девчонки пристроились на стульях у стола. Всем было очень интересно узнать историю этого симпатичного гостя. Артем, так звали молодого человека, рассказал, что его вместе с его сестрой-двойняшкой Светой сначала забрали в детский дом, а через год одна обеспеченная семья решила взять под опеку Свету. Им тогда было по 4 года, но директор детского дома смогла уговорить их взять и Артема, сказала, что нельзя разлучать брата и сестру. Опекуны согласились, но хорошо стали относиться только к Свете, а Артема еле терпели в своем доме. Он старался быть послушным, хорошо учился, но ничего, кроме побоев и оскорблений, так и не увидел. Мало того, эти опекуны стали настраивать Свету против него, задаривая ее подарками, а мальчика избивали за любую жалобу девочки. Артем замкнулся в себе. Он понял, что только так можно выжить в этой семье, быть незаметным и молчать. Есть приходил после всех, и то старался не греметь ничем, и есть немного, чтобы не отругали, а иногда даже и не ходил. После 9 класса он поступил в колледж и поселился в общежитии. Только там мальчик смог свободно вздохнуть. Он лишь скучал по сестре, ведь кроме нее у него никого не осталось. Но Света не хотела даже видеть брата. Так настроили ее опекуны. В органах опеки Саше сказали, что эта квартира теперь принадлежит ему и Свете, так что они могут браться за ремонт и заселяться. Поэтому и приехал сегодня. А как заселяться, если ее не ремонтировать, а заново строить нужно? Как оказалось, но где же столько денег-то взять? Артем закончил свой рассказ и вдруг с улыбкой посмотрел на Арину и девочек. «Вы только не подумайте, что я жалуюсь. Нет, у меня все хорошо. Мне очень нравится учиться. Я даже подработку себе нашел. Так что на жизнь мне хватает. Вот закончу учебу, устроюсь на хорошую работу. Меня уже ждут в одной строительной фирме. Сниму себе жилье. Мне
почему ты не понравилось здесь? Прошел сегодня по бывшим комнатам, и так тяжело стало, что даже сердце сжалось, и понял, что не смогу здесь жить. Хоть и не помню ничего из того времени, но как-то не по себе. А вот у вас мне легко. Почему так? Артем, а ты приезжай к нам в гости, ладно? Арина так по-доброму посмотрела на Артема, что он пожал плечами и кивнул. Спасибо, обязательно приеду. А правда можно? Петр подошел, похлопал парня по плечу и кивнул головой. Артем посидел у Власовых до самого вечера, даже немного помог Петру и убежал только на последнюю электричку. Счастливый убежал. Даже несколько раз оборачивался помахать девчонкам, которые провожали его до калитки. Через неделю он приехал. Привез девчонкам очень красивые деревянные шариковые ручки, тоненькие, резные, блестящие от лака. Он их сам выточил на станке. Валя и Вера были в восторге. Ни у кого подобных нет. Они весь день вместе что-то делали. Артем помог девочкам почистить картошку, переставил мебель, чтобы Вале было удобно мыть пол. Потом вместе поели, и он убежал на электричку. Теперь Артем приезжал каждые выходные. Помогал не только девочкам, но и Петру по хозяйству. Вот и сегодня они трудились во дворе. Девчонки тоже вышли во двор. Им хотелось быть рядом с Артемом. Так он им понравился. Петр только улыбался, глядя на детей. «Валюш, пойди попроси у мамы ножницы», — попросил он дочку. «Я сбегаю», — подскочил Артем и побежал в дом. «Мам, дай ножницы». Арина вздрогнула и от неожиданности выронила из рук тарелки, которые несла на стол. Тарелки с грохотом разбились, а Артем понял, как обратился к ней, и побледнел от испуга. «Простите меня, я нечаянно. Вы обиделись, я больше не...» Но Арина подняла руку, и он замолчал. Когда она подошла поближе, Артем увидел, что из ее глаз скатываются слезинки. «Тема, если хочешь, можешь называть меня мамой. Я не обиделась. Я просто поняла, что не случайно ты пришел в наш дом. Это наш Павлик тебя привел. И я этому очень рада. Правда. Только ты не исчезай. Пожалуйста, ты нам очень нужен». И он не исчез. Артем выкупил у сестры ее долю в квартире. Это Арина и Петр подсказали ему, что сначала надо это сделать, а потом ремонт. Ремонт понемногу тоже шел. Артем решил, что постоянно тут жить не будет. Все-таки до работы далеко. А вот проводить отпуск здесь замечательно. Огороды они объединили, и Петр занялся строительством бани и беседки. Прошло еще 3 года. Малыш забавно раскинул ручки и тихо посапывал во сне. Арина поправила на нем одеялко и немного постояла, любуясь, как вздрагивают маленькие реснички, и уголки губ Павлика разбегаются в улыбке. Она тяжело вздохнула, посмотрев на фотографию погибшего сына, но тут же встряхнула головой и, улыбнувшись, вышла из спальни. «Спит, не переживай», — махнула она рукой Насте, жене Артема, и присела за стол, где ее дожидалась большая любимая кружка с немного остывшим чаем. Все члены большой семьи Власовых дружно выдохнули и продолжили смаковать яблочный пирог, что испекла сегодня Арина по своему фирменному рецепту. А хозяйка отхлебнула чай, оглядела свою семью и подумала, что она все же наперекор всем невзгодам счастливая. Пусть она не совсем здорова, зато у нее есть любимый и любящий муж, 2 замечательные дочери, заботливый сын с невесткой и маленький внук, Павлик. Ей есть ради чего жить. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.